Поэтому, если хотите обнаружить свои ригидные установки, подумайте о том, о чем вы думаете сейчас точно так же, как думали 5 лет назад. Ну как, я не пускаю новую информацию? Да я прохожу 5 тренингов в день. Это ответ на вопрос, почему я прохожу 10 тренингов, а в жизни ничего не меняется. Или почему я прочитала 25 умных книг и ни на шаг вперед. Я беру и читаю книгу о взаимоотношениях каких-то там мужчин с Марса, женщины с Венеры и так далее. И ту информацию, которую я там вижу, я буду интерпретировать так, чтобы подтвердить эту установку. Кристина, скажите, что такое ригидность и как это мешает мыслить шире? Ну, ригидность мы можем посмотреть этимологию слова. В переводе с латинского это твердый. То есть ригидный это наши твердые установки. Ригидные установки это твердые, то есть такие, которые не меняются, которые не гибкие. Да. Это твердое убеждение о себе, о мире, о других людях, там, о своей профессии, о своих талантах или слабых сторонах и прочее. Да? То есть вот такие вот твердые, которые не двигаются, которые такие железобетонные. Как это мешает? Смотрите, есть такое фундаментальное правило развития систем, а мы все системы. Да? Человек, организация – это система. Так вот, система развивается только тогда, когда в нее попадает новая информация. Ригидные установки, они не пускают новую информацию. И здесь вы можете, вот зрители, мне возразить, что ну как, я не пускаю новую информацию, да я прохожу 5 тренингов в день, да я обучаюсь уже на 10-м высшем образовании и прочее, вот я этой новой информацией просто уже заполнена. Но какая интересная вещь, это касаемо ригидных установок. Новая информация, это не значит прочитать новую книгу. Потому что наши ригидные установки, они действуют так. Они берут новую информацию и интерпретируют так, чтобы подтвердить себя же. Свою же старую. Да. Это очень важный процесс, и это это ответ на вопрос, почему я прохожу 10 тренингов, а в жизни ничего не меняется, или почему я прочитала 25 умных книг и ни на шаг вперед. Потому что вся умная информация, она была интерпретирована вот этими ригидными установками так, чтобы их же подтвердить. И новая информация не попадает, соответственно, да, то есть система не меняется, ничего в жизни не меняется. Она фильтруется как будто бы, да, вот получается, да, проходит. Например, у меня есть установка, что мой, ну, условно, муж там, меня не очень любит, да? Вот. И я беру и читаю книгу о взаимоотношениях каких-то там мужчин с Марса, женщины с Венеры и так далее. И ту информацию, которую я там вижу, я буду интерпретировать так, чтобы подтвердить эту установку. То есть, вот они пишут, что мужчина должен приносить завтрак в постель, мой не приносит, ага, не любит, таки не любит. Хотя другой человек посмотрит ту же книгу и увидит там совсем другие пункты. Вот такая хитрая, коварная штука происходит. Это то, что мешает развиваться людям, это то, что мешает развиваться организациям, это то, что, ну, в общем, с чем мы в психотерапии очень-очень много работаем. Когда получается установки эти смягчить, тогда попадает действительно новая информация, мы начинаем по-новому думать о старых ситуациях, и начинаются изменения в жизни. Поэтому, если хотите обнаружить свои ригидные установки, подумайте о том, о чем вы думаете сейчас точно так же, как думали 5 лет назад. Что не изменилось за 5 лет, да? То есть мнение о чем у вас не изменилось за последние 5 лет. Но человеку уже очень сложно изменить мнение, мы же очень последовательные. Ну вот это про ригидность. Да? Класс. Это про ригидность. То есть изменить мнение – это пустить новую информацию. Пока мы не пустили новую информацию, ничего не сдвигается. И ригидность – это вот, да, то, что… А как смягчить? Это вот надо работать со специалистом, правильно? Ну, лучше всего, да. Если говорить о самостоятельных методах, то это методы не когда мы берем новую информацию, а когда мы достаем из себя. То есть здесь я рекомендую медитации, ну, какие-то вот техники, которые не закачивают в вас новую информацию, а где вы остановились
и погружайтесь в себя, прислушивайтесь к себе. То есть это могут быть какие-то духовные техники там, в той религии, которую вы исповедуете. Творчество. Это творчество абсолютно, да, когда вы что-то создаете. И вот через это, через такой вот процесс тоже могут идти изменения.